Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. И рада приветствовать всех новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно загляните в плейлисты. Узорчиков уже очень много, и чтобы вы не растерялись, заходите в плейлисты, там собраны небольшие коллекции, да, и вы можете спокойно посмотреть интересующие вас узорчики. Надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появятся новые видео. Своим постоянным зрителям, своим подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам из разных городов, из разных стран. Отдельный большущий привет. Спасибо вам большое за ваши отзывы, за ваши пожелания, за участие в жизни канала. Я к вам сегодня с новым узорчиком, с ниточками, с которыми мы уже работали, да, и с этой расцветочкой работали, и с названием, да, таким, помните. Но кто не работал, кто не знает, смотрите, это Alize Angora Gold Simli. Итак, в 100 граммах здесь находится 500 метров, состав 75% акрила, 20% шерсти и 5% металлика. Видите, как переливается? Это металлическая такая ниточка тоненькая. Крючок нам здесь советует производитель брать от 2 до 4. Вот мои крючки, получается, 3. И чтобы у нас не сливался, да, получается, под цвет. Возьму-ка я сегодня такой старенький свой рабочий инструмент, крючок. 3. Видите, от работы он даже уже, скажем, поработал очень много. Итак, что мы будем сегодня вязать? Схемку к узорчику я прилагаю, как всегда. Схемка будет здесь, схемка будет в инстаграме при желании. Если что, пишите, кому отправлю, покажу. Схемка ходит в интернете в общем доступе, поэтому вяжите с удовольствием. И кто давно на канале, знает, что я делаю небольшие образцы, да, буквально в районе 30 петелек. Смотрите, сегодня узорчик у нас будет, там раппорт узорчика 20 петелек, и мы с вами наберем 41 воздушную петельку, чтобы у нас узорчик красиво лег, да, красиво начался, красиво закончился. Наберем 41 воздушную петельку. Итак, кто с ниточкой не работал, смотрите. Вот так вот, видите, она состоит из 3 ниточек, получается шерсть, акрил и вот такая вот блестящая металлическая ниточка. Она не сильно пушистая, видите, но волоски иногда зацепляются, бывает не очень удобно вязать. И когда, если вдруг вы ошибетесь и захотите распустить, распустить можно, но сложновато. Поэтому не торопитесь, аккуратненько набьете руку, а дальше будете уже с большой скоростью вязать. Да? Итак, начинаем. Вначале делаем петельку фиксации, все как всегда. Зафиксировали. И теперь приступаем к набору петелек. 41 воздушная петелька. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 и 41. Вот наш будущий образец. Пока набирала цепочку, вспомнила показать вам цвет. Номер цвета, смотрите. Номер 27. Понятно? Такой нежно-нежно-розовенький. Итак, теперь смотрите. У нас по образцу, да, по нашему узорчику, по схемке, много воздушных петелек. И что у нас много новичков, чтобы не запутались, давайте мы с вами вначале сделаем ряд вспомогательный, то есть из столбиков с накидом. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Далее отсчитываем от крючка 5 петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И в 5 петельку ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. По 2 петельки. 2, 2. Накид. В следующую петельку опять ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Накид. В следующую. Вот так вот по порядочку друг за другом петельки берем и в каждую петельку провязываем по столбику с накидом. Это будет нам намного удобнее в дальнейшем вязать наш рисуночек, да, наш образец, чтобы не запутаться просто в воздушных петельках. А мне вам будет удобнее показывать, если я сделаю столбики с накидом. Вы можете повторять делать столбики с накидом, можете столбики без накида, можете полустолбики. В любом случае будет намного удобнее, чем просто с воздушными петельками. А мастера опытные, приступайте непосредственно сразу же к узорчику. Итак, смотрите, первые 3 петельки подъема мы тоже считаем за столбик. Это столбик с накидом. Поэтому смотрите, сколько я провязала столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все, давайте и до конца ряда. Если вы набирали точно так же, как и я, 41 воздушную петельку, должно получиться 41 столбик с накидом. Если вы набирали меньше или больше, то у вас количество столбиков должно равняться количеству воздушных петелек. Понятно, да?
Все, давайте до конца ряда. В конце ряда встречаемся и продолжаем наш узорчик. Так, смотрите, вот наша дорожка аккуратненькая получилась. Далее приступаем непосредственно к узорчику. Вы увидите, как будет удобнее непосредственно работать с верхушками столбиков. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И, получается, делаем накид. Вот следующий столбик. Этот столбик мы провязали, да, как 3 петельки. В следующий столбик ныряем и провязываем столбик с накидом. Раз. И в следующий столбик с накидом 2. Есть. Далее 1 воздушная петелька. И получается в столбиках пропускаем 1 столбик. И беремся за верхушку следующего столбика и провязываем столбик с накидом. Далее смотрите. Нам необходимо будет сделать по схемке, там как бы просто полоска, да, давайте возьмем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. А в столбиках мы пропускаем 5 столбиков. Раз, два, три, четыре, 5. И в шестой ныряем и провязываем 3 столбика с накидом. Раз, сюда же 2, сюда же 3. Есть. Далее по схемке опять идет полосочка. Допустим, это будет 1 воздушная петелька. Делаем. И опять сюда же делаем 3 столбика с накидом. Раз, 2, 3. То есть у нас получится как бы вот такой вот веерочек. Да? Идем дальше. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Пропускаем в столбиках. Смотрим аккуратно после веерочка считаем. Пропускаем 5 столбиков. Раз, два, три, четыре, 5. В шестой ныряем, провязываем столбик с накидом. Есть. Воздушная петелька. Пропускаем 1 столбик и в следующего столбика, начиная с следующего столбика, провязываем 5 столбиков с накидом. По порядку. Это первый столбик с накидом, второй столбик с накидом, третий столбик с накидом, четвертый столбик с накидом и 5. Угу. А далее опять смотрите, продолжаем точно так же вязать, как в самом начале. Вот мы 3 первых столбика провязали, да? Вот те же самые, видите, 3 столбика. То есть делаем воздушную петельку, пропускаем 1 столбик, в следующий столбик провязываем столбик с накидом. Есть. И далее опять смотрите, 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Пропускаем 5 столбиков. Раз, два, три, четыре, 5. И в шестой столбик провязываем 3 столбика с накидом. Раз, сюда же 2 и сюда же 3. Есть. Теперь мы здесь с вами провязали 1 воздушную петельку, да, вот таком нашем веерочке. И здесь делаем воздушную петельку. И возвращаемся сюда же и провязываем еще такие же 3 столбика с накидом. Раз, 2 и 3. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. А получается в наших столбиках мы здесь пропускаем 5 столбиков. Раз, два, три, четыре, 5. И в шестой провязываем столбик с накидом. Воздушная петелька. Пропускаем 1 столбик снизу. И оставшиеся 3 столбика провязываем как 3 столбика с накидом. И на этом будет заканчиваться наш ряд. То есть несложно. Все по схемке аккуратненько. И у нас получился первый ряд. Я провязала его вместе с вами полностью. Видите? Вот такая у нас должна получиться по итогу красота. Так, приступаем к следующему ряду. Делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И смотрите, там, где у нас столбики, да, мы провязываем тоже столбики с накидом. Раз столбик с накидом и 2 столбик с накидом. Там, где у нас воздушная петелька, мы тоже провязываем воздушную петельку. Опять там, где столбик с накидом, беремся за верхушку, провязываем столбик с накидом. Далее смотрите, смотрим по схемке. Я думаю, что сделаем, давайте здесь 2 воздушные петельки. Раз, два. И провязываем первые вот эти 3 столбика, мы провязываем опять как 3 столбика с накидом. Раз столбик с накидом, за первый столбик взялись, за второй взялись 2 столбик с накидом, и за третий столбик 3 столбик с накидом. Есть. Теперь смотрите, делаем 1 воздушную петельку и ныряем в нашу вот эту арочку. Помните, мы делали с воздушной петельки? И провязываем в нее 2 столбика с накидом. Раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом. Возвращаемся. Опять 1 воздушная петелька. Там, где 3 столбика с накидом, провязываем 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Далее делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. И переключаемся на наш столбик. Столбик с накидом 1. Есть.
воздушная петелька, да, то есть над столбиком столбик, над петелькой петелька. Там, где у нас 5 столбиков с накидом, мы точно так же провязываем 5 столбиков с накидом. То есть здесь ничего сложного. Раз, два, три, 4 и 5. Поняли, да? Вот. Вот первая половинка нашего узорчика готова. Теперь ваша задача повторить точно так же вторую половинку. То есть здесь несложно. Над столбиком столбик, да? А с веерочком получается, здесь у вас было 3 воздушные петельки, будет 2. И точно так же столбики провяжете. Единственное, что в арочку провяжете еще 2 столбика. Все. То есть повторяем то же самое, что мы провязали с правой стороны. Давайте, у вас получится. И в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, довязали до конца ряда. Вот такая вот получается у нас красота. Идем к следующему ряду. 3 петельки подъема. Раз, два, три, поворот. И опять, смотрите, повторяем. Там, где столбики, мы провязываем столбики. То есть здесь вообще не сложно. Раз столбик с накидом, два столбик с накидом. Там, где воздушная петелька, воздушную петельку. Опять там, где столбик, столбик. То есть здесь вообще остается все неизменно. Далее, смотрите, смотрим по схемке. Могу предположить, что здесь сделаем 2 воздушные петельки. Раз, два. А теперь смотрите, вот наши 3 столбика. И мы их будем провязывать вместе. Смотрите как. Накид. Нырнули в верхушку первого столбика, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. Накид. Нырнули в верхушку второго столбика, провязали 2 петельки, стоп. Накид. Нырнули в верхушку третьего столбика, провязали 2 петельки, стоп. И теперь, когда у нас 4 петельки на крючке, мы их вместе провязываем. Раз. Понятно? То есть наш как бы такой вот лепесточек образовался с верхушечкой. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И опять переключаемся на наши вот эти 2 столбика центральных и провязываем также 2 столбика. Раз и 2. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И точно так же провязываем эти 3 столбика с одной верхушкой. То есть провязываем не полностью столбик. Стоп. Накид. Второй столбик. Стоп. Накид. Третий столбик. Стоп. Когда 4 петельки на крючке, провязываем их вместе. Раз. Провязали. И далее повторяем точно так же, как мы провязывали здесь. 2 воздушные петельки. Раз, два. И переключаемся на наши столбики. Со столбиками вообще не сложно. То есть вы их провязываете так, как они есть. Столбик, столбик. Дальше воздушная, воздушная. 5 столбиков, значит 5 столбиков. Понятно, да? Со столбиками вообще очень просто. Раз, два, три, 4 и 5. Все, первую половинку мы с вами провязали, да? То есть ваша задача теперь повторить все то же самое со второй половинкой. То есть здесь опять же столбик, да, воздушные петельки. Здесь у нас лепесточек раз, 2 центральных столбика, лепесточек 2. И доходите до конца ряда, здесь я вас уже встречаю. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот начинают расти наши 2 цветочка, да, 2 цветочка. А между ними вот такие вот красивые колонны из столбиков. Идем дальше. Опять делаем 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. И опять провязываем точно так же. Там, где столбики, мы провязываем столбики с накидом. Раз, столбик с накидом. 2, столбик с накидом. Есть. Смотрите, там, где воздушная петелька, мы делаем воздушную петельку. Там, где у нас столбик, мы опять провязываем столбик. То есть со столбиками у нас ничего не поменялось. Видите, да? Вот у нас идет такая колонна из столбиков. Далее, смотрите, делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И теперь направляемся, вот сразу же перепрыгиваем вот весь этот листочек с воздушными петельками, направляемся прямо сразу же к первому центральному столбику. И смотрите, как провязываем столбик с накидом, воздушная петелька, сюда же опять столбик с накидом, воздушная петелька и сюда же столбик с накидом. Вот как бы такой вот полувеерочка между столбиками по воздушной петельке. Дальше воздушная петелька и перепрыгиваем в следующий столбик. И провязываем точно такие же 3 столбика с воздушными петельками. Раз столбик с накидом, воздушная петелька, 2 столбик с накидом, воздушная петелька и 3 столбик с накидом. То есть по итогу, да, вот смотрите, видите, как бы такой вот красивый большой веерочек получается. И возвращаемся. Опять делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И переключаемся, перескакиваем полностью через весь этот листик вот к нашему следующему столбику, который 1. И провязываем столбик с накидом. Раз,
Дальше воздушная петелька, значит и у нас воздушная петелька. Далее 5 столбиков, и у нас 5 столбиков с накидом. Понятно, да? То есть там, где столбики, вообще не сложно. Единственное, что там, где цветочки, просто смотреть, как вяжутся последовательно ряды. А так все просто. Все. 5 столбиков с накидом. Ваша задача сейчас повторить все то же самое, провязать непосредственно вот с этим цветочком. Понятно, да? Видите? Вырисовываются лепесточки, как бы тельце, и тут начинается цветочек. Вот здесь у нас лепесточки, тельце, рисуем цветочек. Угу. Давайте до конца ряда. В конце ряда я встречаю. Так, смотрите. Вот уже вырисовываются 2 наших цветочка. Идем дальше. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Опять наши вертикальные колонны из столбиков. Повторяем. Столбик с накидом и столбик с накидом. Опять там, где воздушная петелька, да, мы делаем воздушную петельку. Там, где столбик, мы опять делаем столбик. Дальше начинается интересно. Будем теперь делать лепесточки для нашего цветочка. Итак, 2 воздушные петельки. 1, 2. И смотрите, помните, мы между столбиками делали арочки, да, из воздушных петелек. Так вот в эту арочку мы ныряем, вытягиваем ниточку, вот так вот подтягиваем чуть-чуть и не провязываем. Держим на крючке. 1. Накид, сюда же нырнули, вытянули ниточку. 2. Накид, сюда же нырнули, вытянули ниточку. 3. Накид, сюда же нырнули, вытянули ниточку. 4. Угу. И когда у нас так много петелек на крючке, только тогда мы все это дело провязываем. Провязали и обязательно зафиксировали. Вот такая вот шишечка-бубочка, либо пышный столбик у нас получается. 2 воздушные петельки. 1, 2. И переключаемся, смотрите, в следующую арочку. То есть пропускаем столбик, в следующую арочку переключаемся. И провязываем точно такой же пышный столбик. 1, накид, нырнули. 2, накид, нырнули. 3, накид, нырнули. 4. Все вместе провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки. В следующую арочку идем. Вот наша арочка. Точно такой же лепесточек делаем. 1, 2, 3, 4. Провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки. Следующая арочка. 1, 2, 3, 4. Провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки. И последняя арочка. 1, 2, 3, 4. Провязали, зафиксировали. Как вам получается листочек, лепесточек? Опять 2 воздушные петельки. 1, 2. И переключаемся на наши столбики. Столбик 1. Дальше воздушная петелька. И 5 столбиков наших. Вертикальная колонна. 1, 2, 3, 4, 5. Все, красота, красота. Вторую половину вы провязываете точно так же, как и первую. Да? Повторяете. Вот ваш цветочек. Вот наша задача провязать здесь точно такой же цветочек. Такие же лепесточки. Давайте. У вас получится, я знаю. Так, растет наша красота. Надеюсь, у вас все так же хорошо получилось. Возможно, даже и лучше. Идем дальше. Опять делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Также, где у нас вертикальные колонны из столбиков, мы продолжаем вязать такие же столбики. 1, 2. Воздушная петелька. Да? Повторяем точно так же. Воздушная петелька. И здесь 1 столбик. Провязываем также столбик с накидом. Есть. Далее смотрите. Теперь делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И смотрите. Наша задача с вами, считаем, получается, это первый лепесточек, да? Второй лепесточек. Вот между вторым и третьим лепесточком есть арочка из 2 воздушных петелек. Ныряем в арочку и провязываем столбик без накида. 1. Сюда же столбик без накида. 2. Затем в верхушку среднего лепесточка ныряем, делаем столбик без накида. 3. И за третьим лепесточком, между третьим и четвертым, да, вот эта вот арочка, сюда тоже ныряем и делаем 2 столбика без накида. Итого у нас получилось 5 столбиков. Поняли, да? 1, 2, 3, 4, 5. Опять делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И переключаемся вот на наш столбик. Столбик с накидом 1. Воздушная петелька. И опять наша колонна из вертикальных
ну, вертикальная колонна из столбиков с накидом, да? Провязываем опять 5 столбиков с накидом. 3, 4 и 5. Понятно? Вот, и как бы этим мы заканчиваем наш цветочек-лепесточек. Вот, видите, какой он такой объемненький, пузатенький. Все, давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите. Цветочки растут наши. Переходим к следующему ряду. Смотрите, здесь будьте внимательны. Мы, получается, закончили вертикальный раппорт узорчика, да? И мы будем сейчас переключаться на следующий раппорт, но он будет немножко смещен. Поэтому смотрите. Делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Теперь 1 воздушная петелька по узорчику. И ныряем сюда же, в этот же столбик, и провязываем еще 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Вы пока просто повторяйте, потом увидите, что у нас получилось. 3 столбика с накидом. Идем дальше. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Далее присоединяемся, смотрите, вот эти наши вертикальную колонну всю пропускаем. Вот там, где один у нас столбик был, мы присоединяемся к этому столбику столбиком с накидом. 1, провязали столбик с накидом. Далее воздушная петелька. И теперь вот, где наши были 5 столбиков без накида, так, мы их провязываем как 5 столбиков с накидом. Итак, верхушку первого столбика, это столбик номер 1. Верхушку второго столбика, столбик номер 2. Верхушку третьего столбика, столбик номер 3. Верхушку четвертого столбика, столбик номер 4. И верхушку пятого столбика, столбик номер 5. Поняли, да? То есть тут у нас будет пол цветочка, а здесь будет колонна. Понятно? Идем дальше. Воздушная петелька, накид. И опять переключаемся там, где у нас вот по одному столбику, да, помните, были? Вот за верхушку этого столбика беремся и провязываем столбик с накидом. Есть. 3 воздушные петельки. И смотрите, вот наши 5 столбиков, да? 1, 2, 3, 4, 5. Так вот, в третий столбик направляемся и провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Воздушная петелька. И сюда же еще 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Вот наш первоначальный такой вот веерочек полноценный. Помните, да, как мы в самом начале вязали? Вот, точно такой же. То есть получается, у нас цветочек будет по центру теперь и по 2 половинки по краешку. А там, где цветочки, вот здесь будут колонны. Вот эти вот такие вот вертикальные колонны. Поняли, да? Давайте довяжем дальше. После веерочка опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И присоединяемся вот к столбику, который один был у нас. Вот, провязываем столбик с накидом. Воздушная петелька 1. И там, где наши 5 столбиков без накида были, мы провязываем 5 столбиков с накидом. Помните, да? 1, 2, 3, 4, 5. Идем дальше. Воздушная петелька. Опять переключаемся там, где был один столбик. Провязываем за верхушку столбик с накидом. Здесь 3 воздушные петельки. То есть переходим на цветочек. Так? 3 воздушные петельки. И в самый последний получается вот эти вот столбик. 3 петельки подъема, где у нас были. Мы цепляемся за третью петельку и провязываем 3 столбика с накидом. 1. Сюда же. 2. Сюда же. 3. И сделаем одну воздушную петельку и еще один столбик, как заключение такое вот. Понятно? Вот. Цветочки начинаются. Цветочек начинается. Столбики продолжаются. Понятно? Давайте дальше посмотрим, что дальше будет, чтобы вам было более понятно. Итак, опять делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И ныряем нашу вот эту арочку. Помните, да, мы здесь провязывали, получается, 2 столбика. Мы здесь провяжем всего лишь пока только 1 столбик. Ну, получается, пол цветочка, да. Далее 1 воздушная петелька. Там, где 3 столбика, пол веерочка, провязываем 3 столбика с накидом. 1. Это будущий листочек от цветочка. 2 и 3. Далее 2 воздушные петельки. И переключаемся там, где у нас один столбик. Мы провязываем тоже 1 столбик с накидом.
Далее 1 воздушная петелька. И вот наша колонна вертикальная из 5 столбиков с накидом. Вот мы ее и провязываем, как 5 столбиков с накидом. Раз, два, три, 4, 5. Поняли, да? Далее, получается, вы провязываете цветочек полноценный, то есть не половинку, а полноценный цветочек, как мы провязывали здесь. Опять потом будет колонна, и потом пол цветочка заканчиваете точно так же, как мы и здесь провязывали в начале. Понятно? Все, схемка перед вами. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, приготовились, получается, да, для цветочков. По краешку, по пол цветочка, центральный цветочек. Идем дальше. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Как бы ствол, да, нашего цветочка. Провязали. И там, где у нас столбик идет, следующий, мы провязываем еще один столбик с накидом. Вот как бы ствол нашего цветочка. А теперь мы должны закончить листочек. Итак, 3 воздушные петельки. Раз, два, три. 3. А дальше смотрите, вот эти 3 столбика мы должны провязать с одной верхушкой. Итак, в первый столбик нырнули 2 петельки, стоп. Накид. Во второй столбик нырнули 2 петельки, стоп. Накид. В третий столбик нырнули 2 петельки, стоп. Теперь все вместе провязали. 2 воздушные петельки и переключаемся опять там, где у нас один столбик. Провязываем, где столбик, столбик. Воздушная петелька, да, повторяем воздушная, воздушная, воздушная. И опять наша вертикальная колонна из 5 столбиков с накидом. Понятно, да? Раз, два, три, 4 и 5. Все, дальше вы, получается, повторяете такой же цветочек, да? Здесь, как мы провязывали лепесточки, полностью. Здесь будет 2 наших вот этих вот листочка. Ствол, 2 листочка, и опять колонна, и здесь пол цветочка, да, как вот мы здесь в начале провязывали. Давайте до конца ряда самостоятельно. Так, смотрите, листочки готовы. Приступаем непосредственно к головке нашего цветочка, да? Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И вспоминайте, да? Тут получается ствол, да? И мы брали первый столбик и второй столбик. Но так как есть пол цветочка, беремся за второй столбик и провязываем здесь 3 столбика с накидом и между столбиками воздушная петелька. Раз столбик с накидом, воздушная петля. 2 столбик с накидом, воздушная петля. 3 столбик с накидом. Угу. Теперь наша с вами задача перепрыгнуть вот там, где один столбик. Поэтому делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И там, где один столбик, то есть наш листочек перепрыгиваем весь. Присоединяемся там, где один столбик и провязываем столбик с накидом. Воздушная петелька. И опять провязываем 5 наших столбиков с накидом. Все. Я показываю только начало ряда, чтобы вы поняли, как провязывается пол цветочка. Дальше вы продолжаете то же самое, что мы провязывали с цветочком в предыдущих рядах. Потому что вы уже справитесь, вы большие молодцы. Да? Вот. То есть сейчас, получается, делаете также столбик, 3 воздушные петельки, переключаетесь. Здесь у вас будет такой большой веерочек. Помните, как вот здесь вот 6 у нас получается столбиков с накидом, и между ними воздушная петелька. Все, давайте до конца ряда. Здесь в конце заканчивайте точно так же, как мы и начинали. То есть пол цветочка. В конце ряда встречаемся. Так, довязали. Ну а теперь самое интересное, да, вот эти вот лепесточки. Итак, как мы это сделаем, если у нас здесь всего лишь пол цветочка? 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Поворот. И вот получается между первым и вторым столбиком, вот сюда будем нырять и провязываем пышный столбик. Потянули ниточку раз, накид, потянули ниточку. Сейчас аккуратненько возьму. Потянули ниточку 2, потянули ниточку 3, накид, потянули ниточку 4. Все вместе. Аккуратненько провязали и обязательно зафиксировали. 2 воздушные петельки. А теперь смотрим. Там, где у нас получается была вот эта арочка из воздушной петельки, мы в нее и ныряем. Вспоминаете, да? Раз, накид, 2, накид, 3, накид, 4. Провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки и опять арочка с воздушной петельки. Нырнули раз, накид, 2, накид, 3, накид, 4. Провязали, зафиксировали. То есть у нас как бы получилось не 5 лепесточков, да? Вот у нас здесь 5 лепесточков, но всего лишь 3. Идем дальше. 2 воздушные петельки. Раз,
2 и переключаемся на столбик, там, который он один. Есть. Далее воздушная петелька и опять 5 наших любимых столбиков, вертикальная колонна, да? Раз, два, три, 4 и 5. Смотрите, а дальше вы продолжаете вязать, да? И цветочек у вас здесь, получается, лепесточков будет 5, как и здесь. Понятно? То есть в самом начале будет 3 и в конце будет 3. Здесь получается 5. Ну и колонна. Давайте до конца ряда здесь я вас встречу. Так, смотрите, у нас готовы наши цветочки. Пол цветочка, да? Получается, сделали последний пышный столбик и на этом остановились. Видите? Верхушка. Идем дальше. Делаем одну воздушную петельку, поворот и сюда же ныряем в верхушку этого пышного столбика, вытягиваем ниточку и провязываем столбик без накида. А вот следующую арочку из 2 воздушных петелек мы делаем 2 столбика без накида. Если вы помните, да, у нас получается над цветочком было 5 столбиков, но так как пол цветочка, здесь будет всего лишь 3. Далее 3 воздушные петельки, 1, 2, 3. Опять переключаемся там, где у нас один столбик. Так, 1 воздушная петелька и опять колонна из 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Поняли, да? Вот. Мы, получается, подготавливаемся к следующему ряду, к следующему вертикальному раппорту нашего узорчика. Здесь у нас, получается, будет один столбик, так, а здесь вы, получается, перепрыгиваете между вторым и третьим столбиком, провязываете 2 столбика без накида, в верхушку 1 столбик без накида и в арочку опять 2 столбика без накида. Вспомнили, да? Вот, если что, перематывайте, смотрите, как вы здесь провязывали. Все, и опять колонна, и здесь довязывайте до конца, точно так же заканчивайте, как и начинали. Давайте. Так, смотрите, вот, получается, закончили, да? Теперь далее полностью, получается, мы готовы для того, чтобы начать новый раппорт узорчика. То есть здесь у вас опять будет колонна, как вот здесь, да? Получается, по 3 столбика. Здесь у вас будет цветочек, здесь будет полностью колонна, вот точно такая же, как и здесь, да, из 5 столбиков. Здесь опять будет цветочек, и здесь колонна. Поняли, да? То есть в шахматном порядке. Давайте сделаем, я, по крайней мере, сделаю еще один вертикальный раппорт, чтобы показать вам прелесть узорчика. Так? Встречаемся через несколько рядочков. Договорились? Давайте. Итак, смотрите, что в итоге получилось. Я, получается, провязала еще один вертикальный раппорт, да, узорчика. 2 мы провязали сами вместе. Вот смотрите, какая красота. Цветочки, натуральные цветочки в шахматном порядке. Видите, листочек, так, листочки, да, 2, стебелечек и сам цветочек с лепесточками. Интересно? Интересно. Конечно, за счет воздушных петелек он очень хорошо тянется. В голову сразу приходит, что палантин, либо летний кардиган, да, из хлопка. Более теплые вещи, конечно, в голову не приходят. Только если просто не провязывать, получается, один столбик, да, а закрывать вот эти все окошечки, чтобы он был поплотнее, более зимний вариант. А так это какие-то более легкие, такие воздушные, нежные, ажурные вещи, изделия. Набросайте, пожалуйста, в комментарии, да, что можно данным узорчиком связать. Давайте замерим. Если, получается, мы набирали 41 воздушную петельку, если этот же крючок, если это же плотность вязания, это же пряжа, да, сколько по итогу получается. Итак, 21 сантиметр, ну, с хвостиком, с небольшим, да. И получается раппорт узорчика у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядочков. И получается 1, 2, 3 вертикальных раппорта, это 18 рядочков и наборный ряд 19. О, гляньте, как здорово. Как много и здорово. Итак, ну практически тоже 19, да? 18,5 сантиметров получается. Интересная, конечно, задумка. Куда бы еще эту задумку применить, правильно? Итак, надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, жду ваши комментарии. Обязательно подписывайтесь, кто еще этого не сделал, потому что впереди много нового интересного. И нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда на канале появятся новые видео. А также под видео справа внизу, да, находится стрелочка «Поделиться». Делитесь, нажимайте, делитесь своими друзьями, с подружками в соцсетях. Заранее спасибо вам большое. Ну и спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем ровных петелек. До новых видео. Пока-пока.